Приветствую пространство Никто и Вич. У меня тут идет ремонт. Соседи мои, соседи веселятся. Вот. Запишу вам небольшой поток, поскольку прям стучит, гремит, на пороге стоит. Вот, прям вот таким вот образом. Здесь кто виноват, что делать, понимаете, так, вот какой-то такой момент. Но человек находится в каком-то таком раздраженном состоянии, у него какая-то внутренняя истерика, и он доказывает, примерно там я, то есть начинается это, я сниму квартиру, я буду жить отдельно, оставайтесь вы там все со своим вот этим, вон тем, все, и там по списку, ну и все. Потому что надоели, потому что он хочет выйти из тупика. Ему тут, в общем-то, говорили, то есть катали по ушам, что вы являетесь причиной его затыков, что посмотри, как у него посыпалось, все остальное. То есть определенного рода такое состояние, это когда идет воздействие на ментал. То есть это идут определенного рода манипуляции, когда человек находится на эмоциях, вот вы знаете, там масло в огонь когда подливается, вот. И на эмоциях здесь, ой, нафигачил, он тут нафигачил, то есть каких-то не очень хороших. Там идет, в общем, какой-то очень большой такой скандал. То есть он фактически сам себе сделал гадость. Вот. Просто на эмоциях, импульсивно. Сделал, потом сел, подумал. Но как из этого выходить? Чтобы жабку не потерять, не уронить. И бонусной бонусной программы. Здесь же, понимаете, то есть это именно в том состоит, что здесь с финансами, в общем, что-то завязано идет. И он что-то пытается отстоять. Деньги у него почему-то идут как песок сквозь пальцы. И все, что приходит, тут же уходит. Какие-то затраты на все надо. И что-то такое происходит. Да. Около него женщина такая требовательная. Она его трясет просто как грушу. Как грушу. Он пытается освободиться, то есть от этого ментального воздействия, от давления. То есть он находится под очень так прям под сумасшедшим давлением. Человек очень уставший. Понимаете, вот до такой степени человек вот орёт в пространство, что у него голос остипший, понимаете, вот то, что я слышу. И идет жестикуляция, то есть очень такая жестикуляция. И это момент отчаяния, истерики, усталости, что, ну, отстаньте от меня вы все нахер. То есть он там собирается что-то, какой-то вопрос решать с переездом, другое жилье или еще что-то такое. Да, здесь что-то сильно много фигурных карт, очень много лиц, которые ему, собственно говоря, из него делают. Пытаются, в общем, им руководить и управлять. Вот. Руководить и управлять. И как будто как бы раз и в сторону отводит от причин. То есть какой-то как-то загружают. А с него, в общем, понимаете, это, если, допустим, было какое-то воздействие, то это воздействие оканчивается, то есть магическое. Вот. И он просто видит все без, ну, вот видит все в том свете, как было. И хватается в буквальном смысле за голову. За голову, да. Тут у нас да. Да, какой-то такой момент происходит. И он здесь, понимаете, он просто смотрит на все ситуации с другой стороны. Он понимает, что там, да, вот я с ней, у меня там, допустим, я не знаю, создал ли проект, там, не знаю, повысили ли в должности, еще что-то. То есть было движение, мое движение. И этот человек был мне верным и преданным, что-то из этой серии. Ну, вот я говорю, вот, человек сидит, это ментальное воздействие. Ментальное воздействие ритуал. Может, у кого-то и магическое. Я не исключаю такой момент. Это на еду делается.
И говорят сговор, сговор. Да, здесь могли быть отводы, рассорки и все вот такое. Что-то такое. Ну, из таких благородных побуждений. Но теперь, понимаете, здесь энергия закручивается в обратную сторону. Да. Ну, что говорить. Мгм. Как будто такой момент идет. Здесь работа действительно была. Здесь он еще что-то надумал, придумал. Надумал, придумал. Но об этом молчит. Как решить это все там без потерь все равно не обойдется. То есть что-то, чего-то он лишится. Опа, манипуляция. Он видит все, что было сделано. То есть это все карты перевернуты. Это воздействие он понимает. Но это кармический узел, он как бы развязывать идет. Я не знаю, здесь какая-то... Единственное, что он находится где-то, понимаете, вот он хоть и кричит и орет, но он находится... Ну, это пик какой-то, какая-то рэперная точка у него эмоциональная, просто выплеск идет. И самонастрой, ему говорят... Его разворачивают именно разговорами в другую сторону, ровно потому что... Ну, как остановить, задержать, еще что-то, ведутся какие-то разговоры. Угу. Это кровники. Кровники. Да что-то у него прям тырят. И рядом с ним женщина, допустим, если посмотреть, да, вот рассорка была. Понимаете, здесь, во-первых, вот вы пара, вы друг друга, понимаете, очень любили, и вам завидовали, что вы друг друга любите. Неважно, что у вас внутри происходило, но это чувствовалось энергетически. И люди этому очень сильно завидовали, что это есть, потому что это редкость, понимаете. Зависти очень много было. И вам действительно, да, лепили рассорку. То есть вы могли... Вы знаете, еще рассорка действует, когда вся эта идет фигня, на конфликт. Вокруг вас будут конфликтовать люди, и как-то вас провоцировать. И вы думаете, понимаете, там, цепляться, понимать, что происходит. Вроде ни повода, ничего нет, там на работе, на улице, понимаете, какая-то фигня такая, будут цеплять, потому что на вас есть негатив, поэтому цеплять и будут. Убрать это все надо, почистить, свечки пожгите, хоть что-то. Ванна с солью, с травками, полынь, можжевельник. Здесь какой-то такой обед идет. Что туда. Почему-то идет как-то кусками информация. Как будто пытаются закрыть. И рядом, поняла, женщина рядом с ним. Женщина рядом с ним, она, понимаете, она, может быть, я не знаю, может быть, у нее со здоровьем какая-то фигня. Она энергетически, по ее просто чувство, она энергетически очень слабая. И она его стала поджирать, вот. Да, она его стала поджирать. И мадам, кстати, все это вернется. Она стала поджирать, и он стал себя некомфортно чувствовать, потому что туда пойдет, там у него ничего не ладится, сюда пойдет, там со здоровьем какая-то фигня началась, то началось, а она его просто подъедает энергетически. Жрет просто. Здесь, вот, знаете, это очень можно обратить внимание, когда ты с человеком рядом побыл, там вот рядом человек с тобой. Да, вот встреча. Что-то у него есть, мадам. Да, есть.
и у него все сыпется. И он на нее смотрит, и, понимаете, он тут такой на контрасте. О, он смотрит на контрасте, то есть ваши отношения и отношения с этой, то есть то, что строится. Она еще здесь что-то про ребенка идет, про деньги. Она требует с него деньги. То есть нет денег, нет конфетки. Так. А у него что-то с работы не очень все складывается. И как-то получается, что он в одного. Есть какой-то такой момент. О. А вы в его сердце навсегда. То есть вы украли его сердечко. Сердечко. Что-то он вас резко полюбил. Понимаете? Так, соперница, то есть женщина, которая с ним конкурирует, она будет, то есть объявится сама, может быть, там где-то в мессенджерах, еще что-то такое, будет вам что-то писать, какую-то информацию, вызывать, провоцировать конфликт. То есть, смотрите, конфликт, и если вы идете с ней на разговор, то есть не идите, блокируйте, она перевернет эти слова им. То есть, вот она меня там, не знаю, обидела и все такое прочее. Я такая бедная несчастная овечка. Вот. Заступи. То есть заступись и все остальное. Хотя на самом деле здесь, понимаете, есть такой момент, что здесь манипулятор ядрёный еще, понимаете, и он как-то наоборот толкает, чтобы она сделала тоже провокацию какую-то, спровоцировать ее, чтобы она сделала. И чужими руками, то есть вашими, выгребсти жар, загребсти жар. Просто не отвечайте ни на что. Вот и все. Не идите на эти провокации со стороны мадам. Потому что, понимаете, там он как-то то ли сравнивает, то ли, понимаете, так проскакивает, и она это чувствует. Так, я вот не поняла, это вот куда? Смотрите, будет какой-то сон. Вот прям сон будет, вещь сон, что-то вам там покажут. По кольцу, что это у нас? То есть, понимаете, все те фигуры, которые он вам там отплясывал и делал с вами, все это теперь ровным счетом идет туда. То есть с ним это делают. То есть он на собственной шкурке все это прочувствует. Женщина может делать какие-либо привязки. Ну, вы знаете, помимо всего прочего, дорогие мои женщины, вы в курсе, что у них и финансовый канал тоже сыпется? Вы готовы взять вот это вот на себя еще? Обеспечивать его? Потому что у них все сыпется. И он будет напиваться, все равно будет бежать туда. Потому что душа лежит. И вот это несерьезно, вот честно говоря. Женщина по материи бьет. Женщину бьет по материи, как будто кто-то ей дает, как деньги давал. То есть она была на обеспечении где-то, что-то такое. Не знаю уж, как там. Вас много по-разному. И у нее этот источник. Ей надо решить какие-то проблемы. Может быть, это кредиты, ипотеки, долги. У меня вот по этой карте очень часто проходит именно финансовая сфера, когда пиздец как сыпется. И это серьезно. У мужика сердце пошаливает, кстати. Ну, здесь говорят, то есть защита, вы под защитой. Хотя там, я могу даже сказать, что мужик как-то узнает о вас информацию, потому что он готовит, в общем, какую-то вылазку, какую-то вашу сторону, побег. И от нее избавиться он тоже хочет вашими руками. Вашими руками. Что типа я ни при чем, а я тут ни при чем. Вот, там, понимаете, то есть вы вернуть эту ситуацию, как будто бы, в общем, про недоверие, все такое прочее. Угу. Ну, а вы у нас тут, собственно говоря, у вас
у вас вообще новый путь, понимаете? У вас обновлено вот обновление. Установки обновлены в жизни, понимаете? Все обновление идет. Вы шагаете, то есть это может быть новый проект, новая работа. То есть клевер – это также поступление денег. Понимаете, какие-нибудь премии, бонусы, еще что-то. Вот это все туда же, кстати, вам за этот пройденный путь. У вас здесь возрождение, но возрождение совершенно в новом качестве. Совершенно в новом качестве. Я чувствую, вы энергии такие, вы знаете, как дети радуются. Вы знаете, когда все, камень с души, все это падает, да, момент, вот, о чем и говорят, тут 2 карты пошли, вытаскиваю, открываю подколодный, и видите, 2 карты очищения. Еще здесь говорится, у вас есть какой-то оберег, там, ну, талисман, может быть, не знаю, кольцо, еще что-то. Но это что такое материя, что вы при себе держите? Он свой срок отслужил. Поменяйте. Да. И могу еще такой момент сказать. Если вы, например, принадлежите... Но мне сюда больше идет знак огня, стихия огня. Она как-то вам созвучна. И потому что здесь очень много Сватхистана работает, и как-то вот сексуальной энергии очень много такой, что привлекает очень на вас. Манкая вы. В общем, если когда вас выводят, вы очень злитесь. Вот этот вот негатив, когда идет, начинает и лампочки мигать, взрываться, еще что-то такое, зарядники взрываться, там еще что-то. Вот. Если человек, например, вам по телефону там что-нибудь трындит, пиндит, там еще что-нибудь там, да, наговоры наговаривает там, да, то есть говно вам делает, говно кидает. У него, например, то он вам говно кинул, у него телефон в коллектор упал, понимаете, что говно не делает. Вот такой момент. У вас это работает просто моментально. У вас защита стоит, и это защита стихийная. То есть там отстрел идет на подлете. Так что у вас все здесь хорошо. Так что ждите вот этого вот всего. У вас на пороге это, я бы сказала, мадам с объяснениями, мужчина с объяснениями, денежки, вот, поступление. Причем это что-то такое неожиданное и приятное. То есть так, подарочек от Вселенной, плюшечка от Вселенной. Вот. Так что, по-моему, все такое. Так у вас все очень хорошо, очень хорошо. Мне тут вот, мне прям лед из потока. А мужчинка, мужчинка. Вы знаете, мне говорят, новолуние, и 3, может быть 3 новолуния, вот 3 показываю. Но у вас есть, понимаете, есть мужчина, которому вы очень нравитесь, очень нравитесь. Очень нравитесь. И не одному. У вас вот деньги, на вас нападают денежки, понимаете, вот идут. Все ваши, вот что я сказала. Если, например, там, ну да, у вас что-то стихийное, мне больше идет стихия огня. Понимаете, вот вы как в куполе в этом находитесь. Там сразу моментально. Он вас ревнует. Этот человек, в общем, вот этот вот гражданин, который, вот, о чем речь шла, ему кто-то что-то сказал. И в нем взыграло. Он там сидит с разбитым сердцем, мои стырили у него препятствий очень много. И он где-то на игру он собирает какую-то информацию. Ну, как-то вот такая вот фигня. Короче, дальше смотреть. А та женщина, вот, которая рядом с этим чемоданом, этим робким пингвином, она, понимаете, у нее, вот, знаете, как говорят, я красивая. Вы знаете, есть какое-то убеждение, как правило, есть не глупость вот это глупость какая-то, потому что это глупость. Практики меня поймут.
Ну, понимаете, ну вот, ну, ноль без палочки, понимаете. Все это. Бонусные программы, чем кичиться, то и заберут. Да. Вообще она любит треугольники, у нее судьба какая-то. За это очень сильно по шапке бьют. В общем, вот такой у меня был расклад. Жду обратной связи. Всем пока.